Сегодня я покажу блюдо, которое для многих до сих пор остается загадкой, а именно хей из говядины. Это не просто закуска, это настоящий деликатес, часть кулинарного наследия корё-сарам, то есть этнических корейцев, проживающих на территории бывшего Советского Союза. И сегодня я покажу вам рецепт настоящего хей из говядины и раскрою все секреты его приготовления. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Сразу хочу объяснить один очень важный момент. В Корее есть блюдо, которое называется юкхе, и дословно это так и переводится, как хей из говядины. Однако есть принципиальное отличие. Юкхе — это сырое мясо в чистом виде, которое тонко нарезано и заправлено специями и кунжутным маслом. Часто это называют тартаром по-корейски. У корё-сарам совсем другой подход в приготовлении, и несмотря на то, что основа та же, а именно сырая говядина, вкус и технологии отличаются. Мясо нельзя назвать полностью сырым, оно проходит особую обработку, меняется его вкус и структура, и получается совершенно иное блюдо. В общем, устраивайтесь поудобнее, ну а я приступаю к готовке. Итак, первым делом давайте займемся подготовкой ингредиентов, и начнем мы с нарезки овощей. Первой нарежем морковь. Ее нам надо нарезать соломкой, не слишком тонкой. Удобнее всего это сделать с помощью специальной крупной терки. Однако, если у вас такой нет, то можно и ножом. Для этого нам надо сначала морковь нарезать на пластины, а уже потом нашинковать соломкой. После этого нам необходимо морковь переложить в глубокую миску и посолить. Буквально добавить пару щепоток соли. Теперь хорошо перемешайте и дайте ей постоять минут 30-40. Следующим нарежем репчатый лук. Его просто нарезаем перьями, либо полукольцами. Как вам больше нравится. Его мы все равно будем обжаривать, поэтому это не принципиальный момент. Чеснок мы просто измельчаем. Можете воспользоваться специальным прессом для чеснока, либо сделать это с помощью ножа, как я сейчас показываю. Зеленый лук просто мелко шинкуем. По желанию можно еще накрошить немного свежей кинзы. Теперь, наконец, мясо. Я взял говяжью вырезку общим весом в 600 граммов. Нам теперь надо ее тонко нарезать соломкой. Для этого нарезаем сначала тонко на пластины, а уже потом нарезаем соломкой поперек волокон. Перед тем, как приступить к нарезке, я рекомендую мясо немного подморозить. Так будет проще в последующем его нарезать. Старайтесь мясо выбирать свежее, упругое, с красивым красным цветом и без посторонних запахов. Желательно брать части нежные, такие как вырезку или, например, тонкий край, где не будет практически жира и прожилок. Обратите внимание, какие тонкие кусочки у меня получились. Вам нужно постараться сделать так же. Итак, после того, как нарезали мясо, перекладываем его в миску, либо в большой контейнер. Теперь добавляем чайную ложку соли и 1 столовую ложку 70% уксусной эссенции. Хорошо перемешиваем. Теперь накрываем пищевой пленкой, либо закрываем крышкой и убираем в холодильник, даем настояться мясу 2 часа. Друзья, важное уточнение. Во-первых, будьте аккуратны с уксусной эссенцией. Можно легко обжечь руки, и смотрите, чтобы во время приготовления она не попала вам в рот или в глаза. Во-вторых, можно дать говядине постоять ей всего лишь 40 минут, а уже потом добавить остальные ингредиенты. Но я все же вам рекомендую подержать 2, а лучше все 4 часа. За это время при помощи уксуса произойдет так называемая холодная варка, ну а говядина выделит всю лишнюю влагу. Ну и в-третьих, конечно же, я рекомендую начинать приготовление данного салата именно с мяса, а уже потом переходить к остальным ингредиентам и заправке. Итак, время вышло. Обратите внимание, говядина изменила свой цвет. Она стала светлее. И смотрите, сколько она выделила влаги. Всю эту воду мы аккуратно сливаем. Также поступаем и с морковью. Она тоже настоялась и выделила очень много сока. Его также сливаем. Морковь хорошо надо еще руками отжать. Теперь у нас все готово к заправке. Для начала приготовим зажарку. Для этого разогреваем сковороду. Вливаем в нее 80 мл растительного масла. И как только оно разогреется, добавляем жариться репчатый лук. Жарим так 2-3 минуты на среднем огне. Как увидите, что лук начал золотиться, добавляем чеснок, молотый кориандр и красный молотый перец.
Все быстро перемешиваем. Жарим так буквально 30-40 секунд. Не больше. Теперь в глубокую миску выкладываем говядину, морковь. Добавляем 1 столовую ложку сахара, 2 столовых ложки соевого соуса и добавляем нашу зажарку. Добавляем также зеленый лук. По желанию добавляем чайную ложку жареного кунжута. Хорошо перемешиваем. Я настоятельно рекомендую дать нашему ухе настояться в холодильнике ночь, и все, готово. Подавайте на стол в холодном виде в качестве закуски к основному блюду, вместе с рисом и другими корейскими салатами. Приятного аппетита! Друзья, данная закуска очень вкусная, яркая, отлично подойдет на праздничный стол. Вы и ваши близкие будете в восторге, поэтому обязательно попробуйте приготовить, я уверен, вам понравится. При желании разнообразить вкус данного блюда можете еще добавить тонко нарезанную соломку сладкого перца. Это сделает вкус хе более ярким и добавит сладковатой пряности. Ну а я надеюсь, что видео вам понравилось, и вы обязательно поставите ему лайк. Для меня и моего канала это очень важно. Также не забудьте подписаться, а если уже подписаны, то проверьте, нажат ли у вас колокольчик. Именно так вы не пропустите мои новые видео. Ну а я напоминаю, что с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр и увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!